Всем привет! В данном видео я расскажу о трех вариантах запуска игр на Linux. Первый способ – купить игру в Steam. Это самый простой, быстрый и самый надежный способ запуска различных игр. Этот способ сэкономит вам кучу времени и нервов. Если желаемая вами игра недоступна в вашем регионе, поищите ключ на сторонних площадках. В остальных случаях двигаемся дальше. Второй способ – Wine-версии игр. Это версии игр, адаптированные для Linux и запускаются как в Windows, только используется расширение SH вместо .exe. Такие игры можно найти на RooTracker в разделе «Игры для Linux». Это не самый лучший способ запуска в плане стабильности работы. Часть игр не запустится или потребует установки дополнительных компонентов, которые установить бывает крайне сложно. Поэтому используем только в крайнем случае. Третий способ. Используя порт Proton для запуска. Самый сложный и самый лучший способ запуска различных игр в Linux. Здесь не будет руководства по установке самой программы порт Proton, так как этот процесс в каждом дистрибутиве индивидуальный и может сильно отличаться по сложности. Я лишь дам самые важные советы после установки, в настройке и запуске игр, во избежание различных вылетов и багов. Для установки игр нам лишь потребуется запустить .exe-установщика игры, используя программу порт Proton. После установки игры откажитесь от создания ярлыков, так как они могут не работать. Затем мы заходим в папку с игрой и запускаем исполняемый файл игры в формате .exe. Рассмотрим настройки на примере первой игры Stalker Call of Misery. Подойдет для запуска как оригинальных игр серии, так и для большинства модификаций. 3D API. Выбираем стабильный DXVK во избежание возможных багов и вылетов. Wine. Рекомендую использовать Proton LG. В крайнем случае выбираем Wine для запуска. Префикс. Оставляем как есть. Он хранит все настройки для текущей игры и позволяет использовать их в других играх. Лучше всего его не трогать, так как эти изменения коснутся всех игр, в которых он выбран. Теперь самое главное. Нажимаем «Настроить». Первое. Для старых игр, выпущенных во времена Windows XP 7, выбираем нужное OS. Если в рекомендованных системных требованиях установленной игры написана операционная система Windows 7, значит выбираем 7. Для современных игр оставляем 10. Второе. Добавить аргумент после .exe файла. В данном случае обязательно дописать skip rec, так как он обязателен для запуска данной модификации, а дебаг по желанию. Он добавляет спавнер и позволяет телепортироваться в режиме полета. Третье. Ограничить использование ядер процессора. Не рекомендую для старых игр выбирать количество ядер более 2, так как это может вызвать частые вылеты. Для очень старых и капризных игр выбираем одно ядро. Четвертое. Выбрать видеокарту для запуска игр. Если у вас несколько видеокарт, встроенная в процессоре и отдельная, то выбирайте с максимальной производительностью. Скорее всего будет NVIDIA. В моем случае это AMD Custom GPU 0405 для тех, у кого Steam LCD или проще IPS. Пятое. Добавить аргументы для GameScope по желанию. Я добавил FSR, так как это позволяет повысить, где возможно, производительность в играх. Теперь рассмотрим игру Fallout 3. Этот способ только для пиратской версии из-за невозможности официально купить игру. Во избежание проблем с анимациями и игровыми скриптами нам нужно запустить лаунчер, в моем случае Fallout Launcher, с расширением .exe. В нем настраиваем нужные нам параметры и только затем нажимаем расширенные настройки. Во всех возможных ползунках настроек мы должны изменить минимальные значения. Даже если компьютер слабый, меняем значение на пару позиций вправо и возвращаем обратно. Это позволит избавиться от отрицательных или значений ниже минимальных, которые и приводят к сбою анимации в игре. Не забудьте нажать ОК и проверить, что настройки сохранились. После этого закрываем все и запускаем ярлык игры, в моем случае Fallout 3, и проверяем, что все корректно функционирует. Последняя игра в списке – это TES Oblivion, только для пиратской версии, из-за невозможности официально купить игру. В случае вышеупомянутых проблем настраиваем аналогичным способом. Тут может возникнуть другая проблема, связанная с переводом игры. Решается лишь, найдя нужный репак. Подтверждение этого будет русский перевод лаунчера при запуске, а также русский перевод и озвучка в начале игры. Лишь изредка могут попадаться английские слова, которые глобально не повлияют на погружение в игру. Если ни один из способов выше не подошел, тогда вам придется установить Windows, используя виртуальную машину VMware Workstation или в крайнем случае VirtualBox.
либо сдаться и установить Windows рядом с Linux, вместо Linux или на другом диске. Если нужно на внешнем диске, используйте Rufus и выберите Windows to Go. Не забудьте включить файл подкачки, независимо от сценария использования. На этом все. Если вам понравилось видео, то не забудьте оценить его. Важно, канал сложно найти в поиске, поэтому советую подписаться. Если есть вопросы, то не забудьте задать их в комментариях. Скоро увидимся.